Just like how, if you make a dissection of your vertebral column, you don't find the chakras. Точно так же, если мы разрежем, мы вскроем наш позвоночный столб, мы не обнаружим там ни одной чакры. Because what you call chakras are only the energy centers, expression, the manifestation of these centers for the energy. That you don't find physically any chakra there. Потому что то, что мы называем чакра, это всего лишь энергетический центр, излучающий определенную энергию, не имеющий никакого физического органа в этом месте. То есть это энергетический центр. So therefore, in the same manner, expression of the soul is through the heart center. И в этом смысле выражение души, оно транслируется через сердечный центр. Not physical heart, but center. It is center for, yes, heart. Anahata. Heart, anahata. Anahata is heart center. То есть это не через физическое сердце, то есть говорят, что через сердце, но имеется в виду не физический орган сердца, а сердечный центр, который в йоге называется анахата. That is the center of affections in us. Affection. Love and affection. Love, притяжение. И это является центром притяжения в человеке. Сердечный центр – центр притяжения в человеке. What is your question? Did I understand correct that soul is the part of spirit? Yes, just like, spirit is like the unbound spirit. Правильно я поняла, что сердце является душа является выражением духа, частью духа, да? Spirit is like unbound space. Дух это unlimited unbound space. Ничем пространство. And soul is what you call the space within the house, It is not also bound here. It is also unbound only. But when you make a structure, then you feel that we have some space inside. Так же, как мы говорили про Акашу, что пространство, оно бесконечно и ничем не ограничено, но когда мы строим конструкцию, мы называем его своим пространством. Точно так же и дух, он абсолютно единый и всепроникающий, но обитающий в нас, то есть мы его там называем душа. Тот же самый дух, локализованный в физическом теле человека. That is also called I am, and this is also called I am. И то называется я есть spirit I am and soul I am. Точно так же дух называется я есть. Точно так же мы называем себя я есть I am по-английски. Just like старославянскому as есть. Just like Akasha, see the unbound space is also called Akasha, and the space which you find безграничное пространство называется Акаша, но часть этой Акаши, которая существует в нас, мы называем своим пространством, пространством своего тела. То есть оно не безграничное, это в нашем понимании локализовано. Поскольку мы существуем в пространстве, пространство существует в нас, не наоборот. То есть это не наше пространство. Это мы занимаем определенную часть пространства, мы живем в этом пространстве и заявляем, что оно наше. But this is also eternal, because this is existing even before you have constructed, you made a structure. Our body is also a structure like this. So even before the structure is made, that is existing, and after the structure disappears, also it exists. Точно так же, если мы поймем относительно пространства, пространство существовало до того, как мы построили этот дом. Мы построили дом и назвали это своим пространством. Но со временем, рано или поздно, оно развалится, и опять оно, значит, то же самое пространство. Точно так же и вот этот дух, он вездесущий, всепроникающий. Мы в нем сформировались и являемся частицей его выражения, заявляем, что оно наше. Но рано или поздно, значит, мы умрем, и эта частица этой общего духа, общей энергии, она вернется, оно там и есть, просто исчезнут вот эти формы, которые, значит,
которых бывает. See, when I say I have purchased this, we the human beings, we say this space belongs to me because it is registered in my name. Значит, мы заявляем, что мы, человеческие существа мыслят так, то есть я заявил, что я купил этот дом, и теперь это мое пространство, вот я его называю своим. Написано, что это мое пространство. And then, for example, when I have a piece of land or a house in India in my place, and then I am in Ukraine and say, my house is there. И когда, например, я там, значит, у меня есть в Индии дом и какой-то участок, я приезжаю в Украину и говорю, что мой дом, мое пространство там. So, if it is really, I say that it is my house, then the house has to come to me wherever I am. But I have to go there only. The house cannot come. So, но если бы это было так, то этот дом был бы всегда при мне. То есть я не могу сказать, что мой дом там. Если он мой, то он со мной. Но поскольку я выхожу из него, то он другой, да. I have a piece of land in my place. Then I have to go there. The piece of land will not come to me. Поскольку у меня есть там участок земли в Индии, значит, я должен быть там, если он мой. А если я здесь, то какой же он мой, если я должен к нему идти? Если он мой, он должен быть при мне. Мое должно быть при мне. Он сам. А если я должен вынужден к нему идти, то кто Because that is existing far before even I was born. Поскольку этот участок существовал задолго до того, как я родился. And that will exist even after my body goes away. Он будет даже существовать, когда я уйду из этого мира. Как он может быть моим? So the truth is that Истина в том, таким образом, for a short period of что time, некоторые на очень короткое время I belong to that land. я принадлежу к этому участку, к этой земле. But always we say that belongs to me. Но мы все время говорим, что она принадлежит мне. It is an inversion in the human mind. Инвершн это такие перевертыши в человеческом уме. Yes, still what is your question? So the spirit and soul have the same features, or there are any differences between soul and spirit principles? I will tell you. You know, Есть ли разница между душой и духом, спрашивает Ирина. Да? Я правильно понял? you know, every one of us who are here, Знаете, что все мы здесь, вот находясь здесь, every one of us we say, I am Ananta Krishna, I am Victor, I am Sasha. So I am, we say, everyone have to say I am only. мы все время говорим только я. So, what everyone says I am, it is a reference to the soul. И то, что мы называем я, это различие души. It appears as if there are many I ams. Оно появляется тогда, когда появляется множество я. Because you see many of the forms, therefore, you Поскольку say мы that. можем видеть совершенно различные формы выражения этого я. But everyone has to say only I am only, there is no other word. Но каждый из нас при этом может говорить только я, он не может называть себя по-другому. So this one which is common, И это то, что нас объединяет, то, что общее. that is called the spirit. И это называется дух. То есть то, что нас объединяет, что все мы говорим одно и то же. Я. То есть мы выглядим по-разному, но каждый говорит я там Витя, я там Саша. And what every individual says I am is what is called Atma in Sanskrit. Atma means I am. И то, что мы называем я, на санскрите называется атма. There is the word Atma. Atma means I am. Атма на санскрите называется я или я есть. Я есть. Есть другой, я существую, если там. Just like the space in every house. Точно так же, как вот пространство
каждого дома мы называем моим пространством, моим пространством. And even though you feel that is the space in every house, Точно так же, как мы понимаем, чувствуем, что есть пространство в каждом доме, but in fact it is only one space. но фактически существует только одно пространство, единое пространство, одно единое пространство, So не дифференцированное. that, Реально не дифференцированное. Мы его дифференцируем в своем понимании. Построили стену, и мое пространство. На самом деле оно точно так же общее. То есть оно как бы ничего не меняется, только построены какие-то конструкции. so that one Точно так principle же этот единый принцип is called Brahma. Brahma, that one principle. That is what we. Атма, Брахма is the same, no? Yes, Atma is like. Атма – это как индивидуальное Это мировая пространство, душа. комната, а Брахма – это единое пространство, которое Есть вот является… это Атма, а Брахма это Мировая душа. Да? сознание, да, это мировое сознание. Да, да. So, this is what is to be known as what we call soul. И атма это то, что мы называем я, то есть индивидуальное сознание, а брахма это сознание This is the spirit. Творца. That is the spirit, that is what we call the Holy Spirit. То, что мы называем Святой Дух, это сознание Творца или брахма. Я есть это мое индивидуальное сознание, а сознание Творца это брахма. Но по сути это одно и то же. Is it clear, Ira? Still you have doubt. Это надо Как помедитировать. капля океана в I think океане. it's clear. Можно я задам вопрос? Конечно, конечно. Это не только ты. Да. Душа коллективная или она индивидуальная? Are the soul is common or the soul is individual? Individual is only the feeling. Индивидуальность это только наше ощущение. That is what you know in us. The whole manifestation Все, Проявление. of our form все выражение, вся манифестация, все проявление нашей формы is in the form of 8 items. 8 items there. They are called восьмеричные 8 natures. Каждая, любая наша форма имеет восьмеричную структуру. In Sanskrit there is a word called Prakriti. На санскрите называется пракрити. Сейчас поймем. Prakriti means nature. Prakriti means nature. И, пракрити это Природа. с санскрита природа. So what? There are 8 natures. То есть существует 8 природ. So what are these 8 natures is? И эти 8 природ следующие. The 5 states of matter. 5 состояний Это 5 состояний материи, вещества. What are the 5 states? One is called Akasha, the unit space. This Akasha refers to the unit space. Каша. Акаша – это единое пространство. So there is the unbound space. From the unbound space, Существует бесконечное неограниченное пространство, you have the manifestation of the form, how it manifests. в котором все формы проявляются. So there is the unit space is formed with the same space as a unit. Unit space, that is called Akasha here in the 5 states. It's generally they are called 5 elements. Обычно их называют 5 элементов. То есть существует единое Единое пространство, пространство, которое состоит из 5 элементов. Которое Первый элемент. состоит из And the second, after Akasha, Akasha is the very
starting of this manifestation, and that is next stage is called Vayu. Vayu means the gaseous state, or what we call air. Значит, и первейшее выражение этого пространства, то, что это как бы первое состояние его, второе это ветер, воздух. Ваю по-санскриту. And then Газообразное состояние вещества. and here also Agni is also another state here. Следующая стадия выражения это агни, или элемент огня. So this Agni is what we call fire. И агни одно из выражений, которое мы называем огонь. So here the fire is in the form of the transmuter. That means from one state to another state. И в таком выражении это огонь или пламя это преобразователь. Это то, что преобразует вещество из одного состояния в другое. And another is called Apas. Следующее состояние это апас. Apas means the liquid state, or what we call water. И апас это жидкое состояние вещества или то, что мы называем, ну, к примеру, то, что мы называем вода. And the fifth state is called Prithvi. И пятое состояние вещества это притви, which is the solid state. это то, что мы называем твердое состояние вещества. These five, plus there is another three. Эти 5 и плюс еще 3. One is called Manas, that means the mind. Одно называется манас, что означает ум в переводе с санскрита. And then there is another called Buddhi. Следующее это будхи, That means the discriminative faculty in us. то, что называется способность развлечения в нас. And then Ahankara. Следующее ахамкара, Ahankara means I amness. это Ее самим собой, наверное. я есть. Я есть масть. It is between the soul and buddhi, no? Soul is the real I am, and this ahankara is the image of I am. That is called ego. Это называют эго, и это то, что находится на некотором расстоянии от души, потому что душа, она это материальна, а это образ, the vision of ego, Image of ego. образ, Just like how when you look into the mirror, you can see your image. This is the image of soul. Image of soul, the I am. То есть это образ души. То есть это не душа, а ее образ, который называется эго. Это отражение души уже в материальном мире, поэтому называется природа, одно из состояний природы. Образ души, ну, это как бы наносновое So it понятие. is a reflection. Да? It is a reflection. Это отражение. То есть, по сути, душа и ее отражение в материальном мире, если так можно сказать. So this is how it is the formation of the form aspect or the structure of the bodies. И это структура значит, аспекта формы. That's the sequence. Мира любого тела. And this is the sequence. You see, these are the five states of matter up to Мы here. видим, это 5 состояний вещества, от пространства до твердого вещества. So the material body is made of these five states. И наше материальное тело состоит из этих 4 элементов, начиная от воздуха, который мы знаем. Материально. Five states. Five states. Из 5 этих It is made of the первоэлементов. five states. Пространство, воздух, огонь, жидкость и твердое состояние вещества. And then it is governed
by mind or manas. Эти 5 управляются умом или манасом на санскрите, And then higher to manas и более высокие is по отношению к discriminative манасу faculty, это buddhi. способность развлечения, будхи, And higher to this is this reflection of I am, of и the soul. над ними это отражение души. So the I am, Таким образом, я есть, which we understand as the soul, который мы понимаем как душа, is never affected by all these various types of и в этом смысле behaviors of all these layers. В этом смысле душа, она не может, никогда не подвергается воздействию своей природы. It is То есть это выражение, наша жизнь это выражение природы. Но что бы мы ни делали, то есть это никак не касается никоим образом души. То есть ей на это дело глубоко плевать. it is only this ego which undergoes, which is affected, which is influenced, but the soul is not Наше influenced. эго, вот это отражение души, оно нет, наше эго, отражение души, оно подвергается воздействию нашего существования. Но сама душа нет. Just like how, for example, Это, к примеру, как you consider about the akasha in this room. то, что мы говорили вот Акаши в этом пространстве. So in this room, for example, when for many days, when this is completely closed and nobody has cleaned, when we open and enter it, it gives bad smell. К примеру, если в этом пространстве вы закрыты долго здесь не проветриваете, появляется такой плохой запах. And then, suppose you brought some incense and put on the middle, and then the fragrance has spread, and now the bad smell is converted into a good fragrance. И, к примеру, если мы зажигаем курительные палочки, значит, это загрязненное пространство очищается и становится хорошим. Then we will say that, oh, this room was smelling very bad, now this room is smelling very good. Что там очень хорошее помещение, хорошо пахнет. But the akasha, the space which is pervading this room, whether the room is closed or room is opened, Но that Акаша, makes no пространство, difference. которое наполняет эту комнату, открытое оно или закрытое, то есть оно никоим образом не подвергается этому воздействию. That akasha is not influenced either by bad smell or good smell. То есть Акаша на нее никак не воздействует пространство. У него хороший запах или плохой, который есть в этом. It is only the inner pervading principle. The inner pervading principle. It is the innermost and pervading, all pervading. Это всего лишь всепроникающий, вездесущий принцип. Акаша. Akasha. So it is not affected То есть оно не... by any of these things. На него все, что мы здесь, все, что бы ни происходило в нем, на него не воздействует. In the same manner, Таким же самым образом, the soul, душа, which is expressed as I am, которая является выражением «я», it is not affected by any of these things. точно так же не подвергается воздействию всех этих дел, плохих или хороших. And because we dwell Но поскольку мы погружены in these levels up to the ego, and we во все эти уровни вплоть до эго, отражения души, and our consciousness is not yet reached the soul conscious into soul наше consciousness. сознание еще не поднялось и не достигло сознания души. Therefore, we always get identified. We feel all these things and get identified. Поэтому мы все эти вещи чувствуем и можем это.
Оно понятия, как возвращается как посмертный круг обратно. души, нету такого понятия, Нету. как индивидуального. Ну, как туда приводит мечтатель, ты помнишь, да? А она просто раз... А тогда вопрос может быть, как соотносится это с индивидуальным развитием человека из инкарнации в инкарнацию. Вот так. Если Многие этого фильмы нет, показывают наш дом, наш очаг. Много фильмов показывают о том, что есть после смерти Ну, это души, и вопрос она так же надо- само развивается. вопрос кроме надо задать. физического тела, да, Он не физического смотрит, тела. ну, как бы, куда уходит, как бы, Ну, конкретно. развитие души. Тяжело с ментальным Ну, я же говорю, что надо понятием слова. задать вопрос правильно. Что происходит с душой после смерти? What is happening with the soul after the man's death? Не такой вопрос. Скажи, The body. our development, I want to ask another question. Our development is long time through the incarnation. And Yes. when we lost the body, Yes. if all disappeared, what is possible to evolve? Развивать эволюцию? Yes, evolution. Yes, possible to evolve. Our friends come, to this decade for meditations. Ah. Ты хочешь, чтобы я пришла Я не знаю, может встретила? быть, попросить кого-то. Ну, там посмотрите, Толя и Капитон. Ну, это да. Они пришли на медитацию, там, да, позвоните большой Но я Ага. могу не пустить. Не, почему не пустят? Ну, набери его, что он там. Вот, Оксана, подожди. Сейчас, я Все напишем. So through the many incarnations, Таким образом, ребята, во многих инкарнациях, через многие инкарнации, it is what is called the journey of the soul. это то, что называют путешествием души. So the evolution, the process of evolution Процесс развития is the evolution of consciousness, является развитием сознания. and the evolution of the form is governed by the evolution of consciousness. И развитие формы управляется эволюцией сознания. But in the normal science, evolution means only the evolution of the form. They don't explain, they don't have the Но обычно наука, она idea говорит, of about the consciousness. Therefore, in all the universities, in all the sciences, in all the science, evolution means only evolution of form. That is only they stop there. Поэтому все университеты мира, они говорят исключительно об эволюции форм, то есть об эволюции сознания или души, они совершенно ничего не знают. So it is evolution of consciousness means И эволюция сознания означает, through many births что через многие перерождения there will be increase of the degree of awareness of our consciousness. будет происходить увеличение осознанности, нашей осознанности. Degree of awakening, degree of awakening Уровень нашего of пробуждения, increase of the awareness, that is increase of the awareness. нашей осознанности. So, why nature is again and again giving us an opportunity in the form aspect? И почему природа вновь и вновь дает нам возможность выражаться в форме, Because в форме? this phenomenon of evolution, Поскольку этот феномен эволюции, for this phenomenon, for this journey, we need an instrument. потому что для того, чтобы для этого путешествия души нам необходим инструмент. So our form, which is manifested in the manner in which I explained now, Таким образом, наша форма, которая существует в этих 8 принципах, this is an instrument given for working out of this process of evolution, to work out the process. для процесса эволюции. So every time Поэтому каждый раз, when we get into form, когда мы получаем форму, that means it is a process of precipitation from the subtlest to the grossest levels